подошли к стенам старого города, старого Иерусалима, подошли к Явским воротам. Почему же Явские? Потому что испокон веков, еще в старые-старые времена, от Явских ворот дошла дорога, которую мы видим и сегодня, которая шла из Иерусалима в Яффу. И сегодня это тоже шоссе, главное шоссе номер 1, называется Тель-Авив-Яффо. И название осталось прежним, несмотря на то, что прошло уже более 3000 лет. Сейчас мы с вами подойдем к этим воротам, посмотрим на них, увидим самую большую мезузу. Она находится именно на этих воротах. Эти ворота были построены специально под углом 90 градусов, чтобы стены Иерусалима в город, в Иерусалим невозможно было всадникам вскакать, въехать на полном ходу. Препятствовала стена, то есть всаднику нужно было резко остановиться и повернуть ровно под углом 90 градусов. И эти ворота сохранились до сегодняшних дней в том же самом виде, какие они были и построены, но есть один нюанс. В 1898 году Иерусалим посетил немецкий император Вильгельм II, и он никак не мог въехать в Иерусалим через Явские ворота. Во-первых, потому что визит этого императора был дружественный, не как какой-то победитель и завоеватель этого города. И для дружественного визита была просто-напросто разобрана крепостная стена. Ее разобрали, сделали вот такой широкий въезд, и таким образом император въехал в Иерусалим с дружественным визитом. И эту стену до сегодняшних дней ее не восстановили. Так и остался вот этот вот вход. Ну а мы с вами все-таки пойдем и зайдем через Явские ворота и увидим самую большую мезузу. Пошлите! Видим мезузу. Вот это вот древняя мезуза, ворота и вход в город. Итак, мы входим в старый город. Город Иерусалим очень интересный. Лично для меня это какая-то такая не только встреча с историей, но и очень трепетное какое-то отношение. Проходя через ворота, входя в старый город, меня охватывает какой-то такой, не знаю, благоговейный трепет. Если посмотреть вниз, вверх, все вот эти камни, они буквально навеяны изнутри. Зайдя в Явские ворота напрямую, вот на вот эту улочку, вы попадаете на базар. В общем-то, многие группы туристов идут сразу напрямую через базар. Ну а мы пойдем все-таки по старым улочкам города, старого Иерусалима. Пройдем мимо башни Давида.
Впечатляющих размеров башня носит имя Давида, великого еврейского царя, основателя Иерусалима. Вход в башню Давида через арку и мост, перекинутый через ров. На этом мосту 2 декабря 1917 года лорд Алленби получал от побежденных турок символический ключ от Иерусалима. Кстати, во время английского мандата в цитадели стоял гарнизон, а сама башня была военной базой. После ухода англичан база перешла в руки Иордании и оставалась сторожевым постом вплоть до 1967 года шестидневной войны. А с 1967 года в башне Давида находится музей истории Иерусалима, а Иерусалим – столица государства Израиль. Напротив башни Давида есть хостел Петра. Это самая дешевая гостиница была еще в давние времена. Совершенно ничего не изменилось. Все осталось по-прежнему. В этой гостинице даже останавливался Бунин. И у него есть рассказ, который называется «Весной в Иудее». И там он писал: «Я жил как раз у Явских ворот, напротив башни Давида». Напротив башни Давида вход во дворик Церкви Христа. Церковь Христа – это самая старая протестантская церковь на Ближнем Востоке. Сегодня эта церковь принадлежит мессианским евреям. Мессианские евреи, христиане – это те евреи, которые приняли христианство, но тем не менее придерживаются и еврейских традиций. В общем-то, все окружение Христа – это и были евреи. И вот это их церковь. Если мы зайдем, если она открыта, можно будет увидеть, что там все названия на иврите, и есть как символы еврейства, Маген Давид, так и кресты. Пойдемте посмотрим. Нельзя не заметить почти полное отсутствие в церкви христианских символов, крестов, икон, изваяний святых. Молитва Иисуса и его заповедь ученикам написаны на иврите, а также бросаются в глаза еврейские символы – звезда Давида, семисвечник и надписи на иврите. У восточной стены церкви установлен шкаф, напоминающий Арон Кодеш. И эта стена направлена к Храмовой горе, что является характерным признаком всех синагог Иерусалима. Это сад молитвы. Сад молитвы. Пошли посмотрим. Как тут красиво. Служители этой церкви могли выйти вот сюда, помолиться. Он так и называется – сад молитвы. Тишина, спокойствие. Смотри, какое зеркало. Видите? И что-то древнее.
Проходи. Тут такой эффект классный. Разворачивайся. Дворик в Церкви Христа – один из самых уютных и красивых в Иерусалиме. В этом же дворике этой церкви находится музей Старого Иерусалима. Здесь есть макет старого города, все, что с ним связано, и есть даже окно в подземелье. Посмотрите, вон туда. Мы идем к стене плача через армянский квартал. Вот это, кстати, армянский ресторан. Очень-очень хороший, очень вкусный. Если вы гуляете по Иерусалиму не с группой, не пугайтесь. На каждом перекрестке, на каждом переулке у вас будет направление к стене плача. Просто смотрите, ориентируйтесь на вот такие вот карты, вывески. Поэтому это вот такая ваша подсказочка. Ничего не напоминает? Кадры из фильма «Цигель-цигель аль-люлю». Мы идем сейчас не туристическими тропами, а вот такими вот небольшими переулками, улочками, которыми, в общем-то, вас не поведут экскурсоводы. Но вот и только именно здесь можно насладиться вот этой вот атмосферой, вот этим вот духом старого города. Да, проблем. Чем ближе мы приближаемся к стене плача, вот именно сейчас как раз вечернее время молитвы, очень много видно верующих, которые тоже спешат туда помолиться. Это жилой квартал, тут живут люди, поэтому это не музей. And it mattered to them that like they knew that like no one looked at me and was like, yeah. По дороге к стене плача вы можете увидеть вот эти вот распковки. Это старый город. Вот так выглядела улица с колоннами.
С этого мостика видно, как реставраторы поставили ряд колонн, как будто склеенных из раскопанных фрагментов. Это абсолютно натуральная главная улица города II века. И раскопана довольно большая ее часть, и чтобы спуститься вниз на раскопанную улицу, нужно спуститься по лестнице. На площади в большом прозрачном футляре стоит золотой семисвечник. Семисвечник стоял в святая святых, в храме, и был похищен римлянами в 70 году. В Риме на форуме стоят триумфальные арки, и одна из них – арка Тита, сооруженная в честь победы Рима над Иудеей. И на одном из барельефов этой арки изображены пленные евреи со связанными руками, а вслед за ними римляне, выносящие из храма семисвечник. И это единственный в мире документ, по которому мы можем судить о форме и размерах подсвечника, который после разрушения храма остался главным символом еврейской религии. Институт храма, расположенный в старом городе Иерусалима, создал копии многих ритуальных предметов, которые использовались в Иерусалимском храме. И, пожалуй, самый впечатляющий экспонат является массивный семисвечник из чистого золота. Изготовлен он был в 1998 году. Семисвечник – это не только символ, это также герб государства Израиль. Welcome to Israel. Yeah, welcome. Ну вот мы подходим к стене плача. Стена плача – это одно из главных мест не только иудеев, но и христиан, туристов и паломников. В общем, одно из главных мест в мире, где вы можете постоять, помолиться, обратиться к Богу. И я наверняка уверена, что Он вас услышит. Стена плача, она разделена на две половины, на мужскую и женскую. Здесь солдаты армии обороны Израиля принимают присягу. Мальчики, достигшие 13 лет, публично читают Тору. И здесь, возле стены плача, во время празднования независимости государства Израиль проходят торжественные мероприятия. Ну и, конечно же, каждый человек может приехать сюда, подойти к этой стене, попросить все, о чем вы желаете, себе, своим близким, ну и, конечно, всему народу. Пошлите, тоже сделаем это. Ну вот и закончилось наше небольшое путешествие по старому городу Иерусалиму, к стене плача. Пишите в комментариях, как вам понравилась такая прогулка. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В комментариях пишите, куда вы хотели бы еще отправиться в Израиле, и мы обязательно с вами посетим эти места. Всем счастливо, всем пока! Bye!